Большой Нормал — это передача про современную андеграундную музыкальную культуру Санкт-Петербурга, Москвы и всей России в общем. Мы будем исследовать, что происходит сегодня с электронной музыкой, какие жанры популярны, какие артисты представляют эту отрасль. Будем встречаться с разными героями, диджеями, саунд-продюсерами, деятелями музыкальных сфер, которые выступают и в России, и за рубежом. Будем раскрывать, что такое санкт-петербургская бочка. И первый наш герой сегодня — это диджей Истина. В эфире передача «Большой Нормал». И с вами ее ведущий Артем Чигрик. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще пришла к этому? Есть ли у тебя музыкальное образование? Музыкальное образование у меня есть. Полный цикл. Мы учились в одной музыкальной школе, немножечко в разные года. Это ДМШ-11 на Васильевском острове. Я там учился на барабанах, а вот диджей Истина... На скрипочке. На скрипочке. Да, это очень серьезная школа на самом деле. Да. Мне кажется, она до сих пор входит в топ. Играешь ли ты на живых музыкальных инструментах или как ты Я реализовываешься? могу помузицировать на фано и вокал. Занимаюсь периодически, но скрипку я никогда не возьму в руки. Никогда. Да? Почему? Тебе не нравится? Да это травма. Не пошло, да? Ну, пошло, но это боль. Признаться честно, я пою в церковном хоре. Когда ты на фортепиано, говоришь, иногда музицируешь, да, импровизируешь, Да. какую музыку ты играешь? Это, конечно, классика. Академическая музыка, да? Академическая классика. Трансцендентные этюды Ференца Листа. Ну, не настолько, но более попсовые, так скажем, более мейнстримные. Да. Плюс беру часто гармонику для своих треков. Гармонику я имею в виду гармонический лад. Ты исполняешь сеты, как ты их организовываешь? Для меня сет — это история, которую я хочу донести до публики, до конечного потребителя. И для меня очень важно, чтобы сет был единым, не было в нем раздробленности, чтобы это звучало как одна композиция, как один трек. То есть из там 40 треков, бы он ни например. длился, да? Да, 40 треков, да, берем. К примеру, я выстраиваю по гармонии. Час? Полтора? Два? Ну, 40 треков. 2 это 2 часа. Мало ли кто как сводит, да, у кого-то мэшап, там 200 треков он может, не за час сыграть, но может это... быть, да. Ну, мне и так говорю, что 40 что-то многовато, честно говоря. Ну да, я подбираю по смыслу, в первую очередь, даже такие по названиям трека иногда идут. Прям название, вот эти слова сложить, и уже какая-то композиция получится. То есть это такой лайфхак. И если их сложить, то уже получается история. И ее проиграть — это тоже уже история. Это удивительная моя находка была. Но так смотрю в основном, конечно, на гармонию, на кей. Ты же исполняешь хардкор-техно, да? Каких еще жанров? Хардтехно, индастриал. У меня свое направление вообще. Вот, да, авторское. Это отображает тебя? Твое творчество — это твой автопортрет? Частично мой автопортрет. И что еще, маска? Не, маски там нет. А я в нем проявляю энергию и смелость. В этой музыке я могу ее проявить сполна и, возможно, даже замотивировать чем-то людей быть максимально собой, потому что я проделала очень долгий путь, чтобы и принять себя, и проявить себя who I am. Как я вижу вот по твоим выступлениям, да, ты сейчас живешь в Латинской Америке, ты достаточно успешно сейчас выступаешь, у тебя есть гастроли. Твое творчество честное? Максимально. Конечно, по началу пути я очень боялась осуждения, мнения, потому что вот с первых сетов это было вот не то, как у всех. Вот что-то было вот вообще не то, и до сих пор многие соотечественники не совсем воспринимают то, что я делаю, потому что оно отличается. Но для меня андеграунд — это, в принципе, поле для экспериментов. Сколько лет ты уже живешь в Латинской Америке? Где там именно ты живешь? Я живу в Колумбии, в столице Богота. Это
локал. То есть я там нахожусь и постоянно вот перемещаюсь, да. Но вещи мои там. Где мои вещи, Ты так и там мой дом. мечтала об этом? Я Раньше. вообще не мечтала быть диджеем, честно Да? говоря. Ты не Не мечтала? хотела А никогда. путешествовать мечтала? Путешествовать это всегда было моей частью жизни. Мгм. То есть я и училась там в Дании, Финляндии. То есть меня никогда не держал оковы считаешь, этого города. Диджеинг — это профессия? Да, это ремесло. Какие различия, какие, может быть, сходства, отношения, не будем брать государство там или правительство, вот социума Мгм. к такой музыке, да, которую ты играешь, и к людям этой профессии? Ну, для меня, конечно, большая разница между Латинской Америкой, Центральной Америкой в том числе и Россией. Мгм. Очень большая проявляется? разница, потому что там уже это стало частью общественной культуры. Мгм. То есть это нормы абсолютные. Мгм. Здесь же все-таки как будто мы что-то делаем плохое постоянно. Мгм. Раз в месяц, это достаточно часто. Open рейвы — это открытые рейвы с хардтехно, ну, не меньше 160 там BPM. 160 BPM. В центре города со свободным доступом в дневное и вечернее время, то, ну, до комендантского, так скажем, часа. Это до такой 11. карнавал, как будто бы, да, Ну, местный? да, либо в парках, там есть хиппи-парк, там есть Мгм. студенческие парки. То есть приносится аппаратура, огромное количество колонок в центре города, огромное количество народа, дети, взрослые, хиппи, габеры, студенты, все воедино. Мгм. Кто хочет, тот танцует, кто не хочет, тот сидит, просто общается. То есть это уже комьюнити, и Мгм. это И нормализировано. много абсолютно. народу приходит Очень вообще? большое количество, Ну, поток плюс-минус. нескончаемый. Плюс-минус сколько проходит? Ну, от города зависит. Там я вот в Кале, это все Но не это коммерческая десятки основа. тысяч. Под вечер больше, но начинается все с 4 часов. Там. Ну, вот в чем А норма. почему? Почему там любят такую музыку? Там любят всю музыку. Мгм. То есть Южная Ну, Америка, щас она эта вообще музыка популярна, отличается да, очень на волне. большой любовью. То есть там даже Мгм. племя, вот у меня даже набита татуировка. Мгм. а, Очень красиво. Да, я, наверное, увидела такую статуэтку в музее Одеора, где Эльдорадо, вот это все золото. И вот решила набить это племен Муиска. А Муиска можно перевести как музыка, Мгм. племен музыки. Мгм. И там музыка, она в крови. Танцы, Мгм. ритмы, ну вот та же Мгм. сальса. Мгм. Очень это быстрая музыка. Вот ты же еще и пишешь музыку. Безусловно. Какие цели и задачи ты преследуешь в своем творчестве? Что ты вкладываешь? У меня есть такое направление, которое я сама создала. Мгм. Как называется? Это называется фанкор. Фан от слова смешной, Мгм. забавный, дурацкий. Не фанк, нет. Нет, не Не фан. Джеймс Браун. Фан вот забавный, придурочный такой Мгм, немножко. мгм, мгм. Пишу в мажоре. Да? Да. О, это вообще потрясающе. большая редкость. Спасибо, что ты сказала. Да, вот я, честно говоря, обожаю минор. Все И, любят минор. ну, наверное, да, да. Очень сложно. Ну, это очень сложно для распространения такой музыки, несмотря на то, что там более 10 международных лейблов у меня уже выпущены Мгм. треки. Предлагать мажор достаточно сложно, Мгм. потому что даже обывателю, диджею его, ну, свести и подвести к мажору из минорной Мгм. ситуации Мгм. достаточно сложно. Ну, вот, мне кажется, в этом хочется такую фишечку внести. То есть, получается, у тебя такой на широком уровне сусы, аккорды такие, где ты впихиваешь жирный мажор в минор. Мгм. Ты используешь минор даже много. Очень много. Я, Да. я сама по себе минорный А ты человек. говоришь, что ты вот альтер-эго. сопоставляешь гаммы. То есть у тебя не все-таки не там не в одной гамме, да, образно ты такая так, все, ля минор, все это, или до мажор. Это вот. аккорды, которые переходят друг в друга. Да, да, то есть вот тональности, да, Конечно. которые... Не в одной тональности я играю, конечно. Это получается интересно, потому что можно интенсивность сделать не только за счет повышения скорости, а за счет вот работы с тональностью. Есть разные уровни Да, интенсивности. да. И это настроение вообще потрясающе яркости, да, создается. динамики, чтобы придавать, Конечно. развитие. Да, я не люблю использовать фильтры. Когда я слышу, что кто-то наяривает этими всякими фильтрами, боже, это просто, я такая думаю, ну да, очень, очень круто. Негативно к этому относишься. Ну, не воспринимаю это да, серьезно, это очень дурачество смешно. какое-то, Ну, да. это смешно, и когда, знаешь, один удачный раз получился, потом человек полсета Да, один и такой, тот же ура, фильтром на это всё. выкручивает. Ну, ты, кстати, пользуешься кучей приемов всяких Ой, это все простейших. экспрон.
Экспромт? Да. Ну, ты ничего не репетировала дома? Прям отработанного нет. Есть, Нет, понятно, есть элемент, который случайно у меня, например, получился, и потом я его, ну, дома, конечно, я с ним работаю, чтобы потом при случае очень быстро на автомате это произвести. Так вот, что у меня в определенную минуту что-то должно произойти, нет, такого нет, конечно. Потому что, ну, и разные там деки, разные микшеры, то есть... Разные люди, обстоятельства. Да, разные Разные настроения, вообще. вайбы, да. Как ты себя, допустим, видишь в 2030-х годах? Чувствуешь, что ты гармонична с этим временем сегодня? И завтра? Гармонично, но мне хочется всего быстрее, больше. Мне больше, тоже быстрее. очень Вот хочется. это ужасно. И, Да, но, мы к спешим. сожалению, время быстрее, чем я. Признаться честно, к этому времени хотелось бы окружить себя прям единомышленниками, потому что я двигаюсь соло. Вот Это вам прекрасно. сильная женщина перед вами, которая честна с собой, которая поставила себе какие-то цели и задачи и достигает их успешно. На сегодняшний день очень многое творчество — это просто отражение фрактального вкуса потребителя, которое на данном этапе стало настолько рафинированным, что самому потребителю уже часто становится тошно, потому что это чисто заточено под него, и он начинает это ощущать. Сегодняшняя музыка, которая не совсем понятно очень многим. Хардкор и всякие современные, куча направлений электронной музыки. Я не говорю только про танцевальную музыку. Я тоже не считаю твою музыку только танцевальной. Я послушал, и для многих сегодня бочка — это не только про клуб, бочку используют в повседневной жизни. Ну вот, возвращаемся к вопросу популизма. Что для тебя важно? Слушатель как тебя воспринимает? Ты будешь работать в угоду слушателю, когда вдруг ты поймешь, что ты каким-то треком попала, зацепила? Будешь на это ориентироваться или будешь развиваться, как вот, я не знаю, Aphex Twin? Он создает такие невероятные произведения, пьесы, которые воспринимаются как что-то родное, приятное и понятное. А на самом деле просто манипулирует восприятием. Конечно, хочется быть в трендах, безусловно. Но вот у меня был там один трек, достаточно завирусившийся. Я не могу и не хочу делать такое. Было настроение, попало. Ну, то есть я хочу быть честной сама с собой. Всегда найдутся люди, которые будут идти за тобой, которым будет нравиться именно то, что ты делаешь. Сколько я получаю фидбэка по поводу того, что там слушают твои сеты, и никогда такого не слышу. Тенденции есть коммерция есть. Это хорошо. Мне это нравится, что за счет вот этого популизма как раз-таки охватывается большая прослойка людей. У диджеев моей сцены становится больше возможностей в заработке, в путешествии. Популизм и популяризация — Да, это да. немножко разные, да? Популизм имеет негативный оттенок. В России, в частности, в Санкт-Петербурге, в Москве там, и в других регионах, где клиширована, да, мы назовем это технокультура, не только техно, там и электро, и куча других стилей. Вот эта культура в России, как мы уже обсуждали, она, во-первых, под каким-то запретом, да, как будто вот танцевать нельзя, все это такое ужас, какая-то сплошная наркомания, декаданс. Популяризация этого, она немножечко такая, не то чтобы сдержанная, все как-то стесняются. И вот приехал, ты сейчас не выступала? Я никогда в Питере не выступала. Мне интересны, ну, большие мероприятия. Какой максимум вот охват был у тебя на мероприятии, где ты Пока 2500. Конечно, Сколько ты играла там сет? 2 часа. Двухчасовой Да, сет. я, конечно, обалдела. Выдержала вообще? Это было тяжело. Какой твой любимый BPM? 165. Что Всегда твое очень хочется выражение? немножко пониже. Я столько Да? раз Оттянуть пробовала. немножко, да. 156. Ну, типа, немножко успокоиться. Ну, типа, Вера, садись. Я очень рад, что ты посетила вот Большой Нормал, нашу передачу. А не просто посетила, диджей Стена открыла, это наш первый самый гость. Я хотел бы попросить тебя дать какие-то напутственные слова. Мы все родились, и каждый из нас родился уже уникальной историей, уникальной частицей. И, наверное, самое важное — это на своем жизненном пути найти себя, принять себя, поверить себе и продвигать именно вот свою истину,
и свою правду. Потому что это самая большая вот радость и свобода — это быть собой. Вообще не смотреть по сторонам, как бы мы к этому не привыкли.